До того, как мы начнем основной эфир, кратко пройдемся по драматическим событиям, произошедшим за последние сутки, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию. Сеть переполнена тревожными кадрами. Мощный взрыв в Тель-Авиве, атаки на Тегеран, удары по Иерусалиму и массированный пуск реактивных боеприпасов Хезболлой в направлении Израиля. В ответ Цахал нанес серию ударов по целям на юге Ливана, провел точечные ликвидации высокопоставленных представителей группировки в Бейруте и объявил эвакуацию жителей 53 населенных пунктов в преддверии потенциальной наземной операции. В то же время КСИР Ирана публикует кадры запусков баллистических ракет и БПЛА «Камикадзе», а Пентагон подтверждает удары по иранским пусковым установкам, при этом американские и израильские дроны активно действуют в воздушном пространстве Ирана для разведки и целеуказания. Всего с начала операции силами США и Израиля поражено уже около 2000 целей на территории Ирана. На этом фоне американские военные официально признали, что 3 истребителя F-15 стоимостью по $100 миллионов каждый были сбиты над Кувейтом, по предварительным данным, в результате дружественного огня. Отметим, что в медиа сообщают о том, что самолеты были сбиты по ошибке силами Кувейта. Отметим, что Израиль начал применять лазерные средства противовоздушной обороны. Появились кадры боевой работы израильского комплекса ПВО по иранским ракетам. Сообщается, что был задействован новейший боевой лазер «Железный луч». Подчеркнем, что Иран стал использовать кассетные боеголовки, обстреливая территорию Израиля. Особую обеспокоенность вызывает подтвержденная атака на завод «Арамко» в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Это предприятие – важнейший элемент глобальной нефтяной инфраструктуры с мощностью переработки около 550 тысяч баррелей в сутки. Если Иран действительно решился на такой шаг, это означает, что персы резко повысили ставки, сняв прежние самоограничения и стремясь навязать США и Израилю затяжной конфликт. Подобные действия свидетельствуют о решительности иранского руководства, в частности, секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который заявил, что Иран не намерен вести переговоры с США. Кроме того, он заявил, что Иран, в отличие от Соединенных Штатов, подготовился к долгой войне. Также он пообещал яростно защищать свою 6000-летнюю цивилизацию. Как и в течение последних 300 лет, Иран не начинал эту войну, и наши доблестные вооруженные силы не участвовали ни в каких атаках, кроме оборонительных. Мы будем яростно защищать себя и нашу 6000-летнюю цивилизацию, независимо от цены, и заставим наших врагов пожалеть о своей ошибке», — заявил он. Согласно оценкам, Лариджани фактически является лидером страны. После смерти Али Хаминеи и перераспределения полномочий в пользу более молодого военного руководства Корпуса стражей Исламской революции, действия Ирана на военном направлении стали более жесткими и активными. Таким образом, Лариджани резко поднял ставки в этой войне, что, скорее всего, сильно разозлит Трампа. Отметим, что на фоне атак со стороны Ирана по арабским странам аравийские монархии выступили с совместным осуждением Ирана, оставив за собой право на ответные действия, что ставит их в один ряд с американо-израильской коалицией. Ситуация продолжает накаляться. Хезболла объявила об атаке на Хайфу в ответ на убийство Хаминеи, а израильский генштаб пообещал, что враг заплатит высокую цену. Ливанское правительство, в свою очередь, пытается дистанцироваться от действий Хезболлы, опасаясь втягивания страны в масштабную авантюру. Параллельно Иран нанес удар по базе НАТО «Виктория» в Ираке, повредив американский самолет и инфраструктуру аэропорта. В этот конфликт невольно втягиваются и другие страны региона. Например, Азербайджан перевел свои ВВС в режим повышенной боевой готовности из-за рисков случайного попадания ракет на его территорию. Тем временем на политическом уровне президент США Дональд Трамп сделал заявление, отметив, что операция США против Ирана может занять не более 4 недель, учитывая мощь американской стороны.
Мир наблюдает за тем, как Ближний Восток окончательно делится на два лагеря, где дипломатические пути становятся все более призрачными. На текущий момент эскалация достигла критической точки, когда каждое заявление мировых лидеров звучит как ультиматум, а военные действия выходят далеко за пределы первоначальных театров военных действий в Ливане и Иране. Глава израильского генерального штаба Эяль Замир официально объявил об окончании оборонительного этапа и начале наступательной операции против Хезболлы, которую он охарактеризовал как многодневный процесс интенсивных столкновений. Израильская армия ввела в бой 91-ю и 210-ю дивизии, которые развернуты на границах и в зоне безопасности на юге Ливана и Сирии. Сообщается, что супруга верховного лидера Ирана Мансуре Хаджасте Багерзаде скончалась от ран, полученных при авиаударе, а ВВС Израиля ведут целенаправленную охоту на операторов иранских систем вооружения и наносят удары по инфраструктуре режима. Крайне опасным поворотом стало превращение акватории Персидского залива в зону боевых действий. После того, как Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, заявив, что любое судно, рискнувшее пройти через него, будет сожжено, мировая торговля столкнулась с беспрецедентным кризисом. Более 1100 торговых судов и танкеров оказались парализованы из-за сбоев в навигационных системах GPS, что спровоцировало резкий скачок цен на нефть марки Brent выше $81 за баррель. Иранский советник командующего КСИР и командир Сардар Джабари подтвердили готовность к радикальным мерам, включая атаку на любые цели, связанные с американским военным присутствием. При этом в сферу угроз Тегерана попал даже Кипр, куда США перебросили значительную часть своей авиации. В подтверждение своих слов Иран уже нанес удар по американскому посольству в Кувейте, а также атаковал базу НАТО «Виктория» рядом с аэропортом Багдада. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи занял жесткую позицию, заявив, что Иран оставляет за собой право наносить удары по американским базам в регионе, даже если те формально не участвуют в непосредственных атаках. Он подчеркнул, что поскольку Америка ежедневно наносит удары по частям Ирана, включая больницы и школы, иранская сторона считает все региональные базы США законными военными целями. Тем временем Вашингтон и его союзники отвечают жесткой военной риторикой. Глава Пентагона Пит Хексет официально заявил, что США ведут боевые действия исключительно ради победы, отвергая любые политкорректные правила войны. А Дональд Трамп в своих комментариях предупредил, что текущие атаки – это лишь начало, и большая волна ударов, призванных окончательно уничтожить иранскую ядерную программу, еще впереди. В эту же логику вписывается заявление Биньямина Нетаньяху, который поблагодарил Дональда Трампа за присоединение к усилиям по нейтрализации террористического режима. В свою очередь госсекретарь Марко Рубио отметил, что конфликт был неизбежен, так как Иран находился на пороге создания критической массы ракетного вооружения, способного взять мир в заложники. На фоне общего хаоса Франция сделала резкий геополитический шаг. Президент Эммануэль Макрон проинспектировал базу атомных подводных лодок и открыто заявил об увеличении национального ядерного арсенала, подчеркнув, что для сохранения свободы нация обязана внушать страх. В это же время официальный Пекин, устами главы МИД Ван И, выразил поддержку суверенитету и безопасности Ирана. Госдеп США, оценив масштаб угрозы, официально призвал всех граждан США немедленно эвакуироваться из региона, где обстановка в столицах, включая Тегеран, накалена до предела. Блокпосты, отключение электричества и непрерывные полеты американских истребителей стали новой реальностью. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Ближнего Востока.